Это видео будет посвящено недавнему событию, которое подвергло в шок игроманов и любителей так званых тотализаторов. Ведь недавно стало известно, что хакеры задодосили крупную компанию OneWin, в ходе чего случилась масштабная утечка информации из этой офшорной компании. Хакеры получили доступ к почти полумиллиарду строк данных, среди которых информация разработчиков, алгоритмы казино, а также информация о тебе. И в этом видео я отвечу на большинство твоих вопросов. Что такое беттинг? Ставок больше не будет? Что могут сделать с моей информацией, слитой в общий доступ? Как теперь обезопасить себя? У букмекера был выбор заплатить и сберечь данные клиентов, но он выбрал слив? А также разберем, какой вред несут букмекерские конторы для общества и нашей жизни в целом. Приятного просмотра! Видео сделано в информативных и развлекательных целях. Вся информация взята в открытом доступе в сети интернет. Цель канала лишь информировать вас о происходящем в интернете. Помните, я или моя напарница не несем ответственности за дальнейшие ваши действия после просмотра этого видео. И ведь действительно, скрыть сейчас какую-либо новость практически невозможно. Все высветляется в наш любимый интернет за считанные минуты. Для тех, кто не знает, напомню, что 07.11.2024 года в ходе DDoS-атаки хакеры положили сервера 1Win и получили доступ к множеству данных клиентов и разработчиков этой нашумевшей своей наглой рекламой компании. Данные открытых источников начали разниться. Сначала писали, что слили 450 миллионов пользователей, а спустя несколько часов стало известно о 100 миллионах клиентов компании. Но ведь это совсем не важно. И именно среди них могли быть и твои данные. Поэтому досмотри это видео до конца, и ты поймешь, что с полученной информацией могут сделать добровольцы и как защитить себя. После удачной атаки хакеры предложили владельцу казино, которым является некий Федор Чевычелов, выкуп в размере 1 миллиона с дальнейшим повышением до 15. На что, судя по появившимся данным на хакерском форуме Exploit, где слили личную информацию клиентов, логины, пароли и другие данные, которые были в личных кабинетах, букмекеры дали отказ. Также хакеры получили доступ к информации разработчиков, работавших над сайтами и приложениями OneWin. Но самое главное, в сети слили алгоритмы, по которым функционирует казино OneWin. Но это явно не главное для меня и тебя. Эта новость привлекла внимание, так как ставит под угрозу личную информацию миллионов людей, использующих сервис для ставок. Но давайте разберемся, как работают букмекерские компании и в чем их опасность и какие риски несет нарушение безопасности. Что такое ставки и букмекерские компании? Беттинг — это те же знаменитые нам ставки в букмекерской компании онлайн или офлайн режиму, где беттером называют человека, желающего провести свой досуг и поставить свои кровно заработанные средства на какой-то матч. Букмекерские компании, в свою очередь, являются организациями, предоставляющими людям возможность сделать ставки на спортивные события, игры и другие мероприятия. Никого в данное время не удивить ставками и прочими видами тотализаторов, в которых вы проигрываете свои деньги, прогнозируя исход событий. В случае судьбы стать победителем, твой прогноз оказывается верным, и ты выигрываешь свою кровную тыщенку. Однако, если прогноз не сбывается, ты остаешься снова в долгу, поскольку делал ставку на последние 6 кредитки, и твои деньги остаются у компании. Букмекерские конторы создают платформы, через которые пользователи могут легко пополнять свои аккаунты и делать ставки на большое количество событий, и упрощают процесс пополнения счетов, чтобы для игры на их платформе ты не тратил много времени для пополнения счета, а сразу приступил к опустошению своих банковских карт. Мало сейчас машел и кардеров, так еще и тотализаторы давят на твой кошелек. Платформы вроде OneWin активно продвигают себя в интернете и часто предоставляют заманчивые предложения, такие как бонусы на первый депозит, чтобы привлечь больше клиентов, и бонусы тут схожи с зависимостью наркотиков, ведь увидев интересное предложение, ты сделаешь свою заветную закладочку и заработаешь на новую ставку. Но что будет дальше, ты и так знаешь. Лично у меня опыт ставок из детства показывает, что выиграв одну круглую сумму, ты всего лишь покрываешь сумму всех проигранных средств за все время, и это только в случае победы. А если у тебя черная полоса в жизни, то ты можешь потерять все и даже свою жопу. Почему ставки опасны? Ставки кажутся безобидной забавой, особенно для тех, кто интересуется спортом и желает заработать на своих знаниях. Однако у этого занятия есть множество скрытых рисков, и они заключаются в финансовой зависимости и психологических манипуляциях. Финансовая зависимость. По поводу первого пункта все просто. Азартные игры, включая ставки, могут быстро перерасти в заветное желание проиграть свои деньги, что и называется зависимостью. Букмекеры предлагают бонусы и акции, которые заставляют людей возвращаться снова и снова, даже если они постоянно проигрывают деньги. Это может привести к серьезным финансовым проблемам, поскольку некоторые пользователи в надежде отыграться продолжают делать ставки, накапливая долг. Тут и зарождаются криминальные деятели, ведь для того, чтобы поставить ставку на красное, необходимо украсть что-то и продать на барахолке. А все для чего? Чтобы удовлетворить свою зависимость, ведь ты думаешь изо дня в день, вот эта ставка сделает меня миллионером.
Но кого ты будешь обманывать? Ты ставишь 100 рублей на коэффициент 10 и в лучшем случае ты выиграешь 1000 рублей. Путь к миллиону не так близок, как кажется. Ставки основаны на случайности и непредсказуемости, но букмекерские конторы создают ощущение, будто исход события можно предсказать, если хорошо разобраться в статистике или стратегии. На самом-то деле это иллюзия. Большинство ставок проигрывают, и даже опытные игроки зачастую остаются в убытке. Но это не касается 228 игр. Но про них информация вряд ли будет у обычного работяги, у него шансы стать богачом заметно сокращаются. Психологические манипуляции. А что же по поводу психологических манипуляций? Как гласит одна поговорка, суть азартной игры не в умении играть, а в умении распоряжаться деньгами. И это то самое предложение, в чем суть манипуляций. БКшники используют различные методы, чтобы заставить пользователей делать больше ставок. Они отправляют уведомления, предлагают бонусы, используют эффект близкой победы, когда игрок чуть не выиграл, создавая ощущение, что удача совсем рядом. Эти тактики манипулируют эмоциональным состоянием игроков, что делает их более подверженным риску. И ведь и вправду, если половина посмотревших это видео вспомнит, почему они делали ставки, то тут становится все понятно. Чтобы привлечь новых пользователей, платформа предлагает бонусы на первый депозит и бесплатные ставки. Эти бонусы зачастую скрывают условия, которые сложно выполнить. Например, чтобы вывести выигрыш бонусных средств, нужно сделать несколько ставок на крупные суммы, легкость внесения депозита и сложность вывода средств. По поводу внесения средств я уже сказал выше, сделать депозит на платформу обычно очень просто, однако вывод средств часто связан с рядом условий, верификацией, комиссиями и лимитами. Это позволяет компании дольше удерживать деньги пользователя, особенно как с нашумевшей компанией OneWin. Ты случайный пользователь, выигравший крупную сумму, и тебя начинают по-крупному морозить. И ведь правда на просторах интернета довольно много случаев с конфликтами между игроками и этой конторой. Утечка данных OneWin, что это значит для клиента. После всего вышесказанного возвращаемся к инциденту с утечкой данных. Стоит отметить, что для клиента OneWin последствия могут быть серьезными. Да-да, я не шучу. Особенно подобные утечки включают личные данные, такие как имена, email, номера телефонов и даже финансовую информацию, такую как номер банковской карты, ее срок действия и трехзначный код с обратной стороны карт, он же CVV-код. Такая информация на черном рынке высоко ценится и может быть использована для целого ряда преступлений. Особенно в данном случае она является очень свежей. Хакеры могут использовать полученные данные, чтобы отправлять клиентам фишинговые письма и пытаться выманить еще больше личной информации. Например, более детальные данные банковских карт, если таковые не были получены в ходе слитых баз данных. Также к хакерам подключатся и кардеры, которые с удовольствием купят неперебранные базы и начнут они именно с твоего кошелька. Хакеры в свою очередь будут держать курс Брутфорс, чтобы получить доступ к твоим аккаунтам, почтам, социальным сетям, мессенджерам и так далее, ведь там еще больше твоей информации. А в том случае, что у них есть и пароль, и почта, то способом подбора нетрудно догадаться, что получить доступ к твоим аккаунтам без туфа не за считанные секунды. И чтобы этого не случилось, рекомендую подписаться на канал, поставить тыкалку вверх и следить за дальнейшими нашими выпусками. Будет интересно. А также скомпрометированные данные могут использоваться для регистрации новых аккаунтов на других платформах или даже для получения кредитов от имени пострадавшего. Тут комментарии излишни, как защитить себя. Итак, после всех этих новостей пора бы поговорить и про защиту. Если ты клиент OneWin или любой другой букмекерской компании, важно предпринять меры для защиты своих данных, притом не завтра, а прямо сейчас. Если ты использовал свой основной пароль, смени его на всех своих социальных сетях, мессенджерах и банковских аккаунтах. Не испытывай свою судьбу. Если стоял левый пароль, твои опасения излишни, ты гуру кибербезопасности и я тебе присваиваю звание Дефер. Поскольку номера телефонов также были слиты в базе данных, избегайте предоставления личных данных по телефону или через email, особенно если контакт инициирован из неизвестным источником. Тут вспоминаем наши любимые прозвоны офисников под видом представителей банков. Не говорим никакой информации, все будет окей. Туфа, наша двухфакторная аутентификация стала чем-то большим в нашей жизни. Если она где-то была не установлена, обязательно установи ее. Это добавит дополнительный уровень защиты к аккаунту, если твоя информация когда-либо попадет в чужие руки. Лучше превентивно защитить свой аккаунт, нежели быть терпилой с украденными деньгами с банковской карты. Если ставки стали занимать слишком много времени или твоих ресурсов, рассмотри возможность забыть о них к херам. Букмекерские компании могут казаться безобидным развлечением, однако в долгосрочной перспективе они часто оказываются опасными для финансов и психического здоровья.
Эта утечка данных не новость года и напоминает о том, что наши данные не всегда находятся в полной безопасности. Особенно на платформах, где так или иначе связаны деньги и азарт. Будьте осторожны, защищайте свою личную информацию и не позволяйте азарту манипулировать вашими финансами. Всем пока!